Так, с чего мы начинаем? Начинаем мы с того, что нужно понять, каких размеров нам нужно сплести. Специально взяла, значит, салфетку и измеряем ее. Она у нас 11,5 на 12. Так, вот у меня пеноплекс расчерчен квадратиками 3 на 3. Приблизительно я вот укладываю, да, вот у нас. То есть ширина у нас будет 12 сантиметров. Ну, то есть это само донышко. Понятное дело, что плюс еще в бока уйдет сама толщина плетения. Вот, чуть-чуть больше будет там на сантиметр где-то. Ну, приблизительно так. Вот. Плюс, значит, я даю на 3 сантиметра больше по ширине. Вот приблизительно вот так вот. Вот. То есть, чтобы салфетка, ну вот, начерчиваю, да, чтобы салфетка нормально вот легла. Вот здесь вот. И у нас получается для салфеток будет в районе 15 сантиметров по длине. Ширина, значит, внутренней части у нас будет где-то 12-13 сантиметров, то есть салфетка ляжет. И лицевая сторона у нас будет 15. Почему беру такую? Вот если посчитать, раз, два, три, вот отверстие посерединке, да, вот квадратик, то есть здесь у нас будет промежуток. Там, где пальчиком мы будем вытаскивать салфетку. Вот. То есть я беру вот так. И плюс я добавляю еще где-то по 6 сантиметров по бокам для ячеек ложки, вилки. Вот такой вот. То есть здесь 6 и здесь по 6. Итого у нас общая длина или ширина, то есть у кого как, кто как будет плести, будет 27 сантиметров. И на 12. То есть мы плетем простое прямоугольное донышко. Стоечки двойные. Я сейчас покажу, как я буду делать. Так, трубочки у меня полоса 8,4, а спица 1,5. Цвет самоваренная морилка кора дуба. Так, значит, смотрим, что 27 сантиметров по длине, да, вот выставляем 27. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10. 10 стоек. Теперь, значит, смотрим. По высоте я хочу сделать 13 сантиметров. Вот, допустим, да, вот у меня есть, возьмем стопочку наших салфеток. Измерим сейчас, что у нас. У нас 7. Ну, я хочу сделать 13, чтобы было немножко повыше. Вот. Ну да, где-то 13 сантиметров. Вот так. Итак, значит, смотрим. Если у нас, значит, ширина 12 сантиметров, может, конечно, и не надо настолько все щепетильно, прям досконально, но новичкам так легче будет плести. Значит, длина 12 сантиметров. Вот если мы прикладываем линейку, да, вот 1 и вот 12. Вот такие вот хвостики у нас остаются на подъем. Сколько здесь? Здесь у нас 11 сантиметров хвостика. То есть нам мало. У нас высота 13 сантиметров. То есть нам мало. Поэтому мы что делаем? Мы соединяем по 2 трубочки. То есть берем наши... То есть у нас стойки будут все соединены по 2 трубочки. Берем просто наши трубочки, соединяем тупыми концами. И вот так вот мы вот. Стык делаем где-нибудь на серединке. Значит, длина у нас 27 сантиметров. Я буду плести по длинной стороне. И вот, значит, вот здесь вот у меня будут стоечки. Теперь нужно посмотреть, где у нас 12 по длине, да, по ширине. Так, раз, два, три, 4, 5. Раз, два, 3, 4 квадратика. Ну, вот где-то вот так вот я себе выставляю, что у меня будет вот здесь вот заканчиваться. Так, сразу говорю, что
вы можете отодвинуть, то есть разметку, да, поставить. Если мы ставим 27, то у нас, понятное дело, что само изделие будет больше. За счет того, что у нас двойная стойка, и она выходит за вот метку, вот эту вот, которая посередине. И вот так вот мы будем выставлять. Вот. Будет чуть-чуть больше. Будет общая длина, когда мы уже сплетем, да, изделие. Будет не 27, а 28 за счет того, что еще плетение, стенки, они тоже занимают сантиметры. Поэтому мы вот так вот выставляем двойные стоечки и начинаем оплетать. Я сейчас выставлю и включусь, покажу, что дальше делать. Так, поставила, значит, стоечки. И теперь начнем плести прямоугольное донышко. Соединяю 2 трубочки вместе тупыми концами. Так, раз, два, три, 4, 5. Да, вот у нас. Так, и теперь выставляем. Значит, смотрим, что у нас по бокам 16. Ага, хватает. Все. Теперь, значит, стойки у нас будут тоже двойные. Мы что делаем? Так, мы будем сейчас выставлять наши неправильные под низ. Вот так, чтобы наш стык был снизу. Хотя, в принципе, можно и сверху делать, мы все равно будем переворачивать. Так. Так. И мы вот так. Все. Эти трубочки, вот эти вот концы у нас, это будут на угловые стойки идти. Так, теперь я беру вот кончик, вот так вот перегибаю. Я уже не раз показывала в своих видео, что я так начинаю. Подставляю вот к нашей боковой. Кстати, нужно еще взять одну булавочку. Здесь я не буду ставить кубики для ровности плетения, так как, в принципе, расстояние проплести, которое нужно, небольшое, не высокое, поэтому можно обойтись и без кубиков. И вот так вот начинаю проплетать нашу, аккуратненько проплетать наше донышко. Так. Так. Начало всегда неудобное. Так, здесь кусочек мы обгрызем. Так. Так, ну теперь сюда. И здесь, вот я смотрю, вот у меня между стойками идет полоса. Я приминаю вот так вот трубочку. Вот придерживаю пальчиком нашу стойку. И здесь не сильно тяну. Если я затяну, видите, выгибается. Аккуратненько. Вот поставила. И вот пока я не завела вот эту вот трубочку рабочую, я вот эту вот стойку угловую не отпускаю. Все, завела. Можно оставлять. И параллельно присматриваю, чтобы наши стоечки лежали ровненько. Вот здесь нужно наращивать. Все, здесь нужно выставить так, чтобы стояло ровненько. Все, сейчас поставлю булавку, как своего рода стопор, да, чтобы я понимала, что у меня вот так. Так, здесь сейчас нарастим.
Так. Вот, цепляю хвостик, вот, который у меня здесь оставался. Здесь тоже приминаю, поворачиваю. Вот, смотрю, ага, трубочки у меня легли параллельно. Параллельно вот нашего ориентира, нашей вот этой расчерченной полоски. Вот, прижала пальчиком. И только потом я завожу. При этом смотрю, чтобы я не сильно не затянула трубочку рабочую. Все, здесь плетем дальше. Вот так. Здесь все, чтобы ровненько укладывалось. Здесь тоже вот так вот примяла пальчиком трубочку рабочую вот эту. Завела. Поправила, чтобы у меня ровно легло все. И только потом повернула. Вот. Вот здесь мне надо будет нарастить. То есть и я смотрю, чтобы у меня вот эти виточки ложились рядышком. То есть не дальше не ушел, ни ближе не ушел. Вот ровненько друг напротив друга. Так. Вот смотрю и завожу. Вот так. Так. Конечно, на поворотах нежелательно делать наращивание. Ну, пойду, как говорится, против правил и придется нарастить здесь. Ну, ничего страшного. Так. Заводим. Примяла хвостик. Так, смотрю, чтобы ровненько все легло. И вот поворачиваю, придерживая стойку боковую. Пока не завела, стойку не отпускаю. Так. Здесь сейчас тоже мы нарастим. И будем делать по 3 витка с каждой стороны. Сейчас покажу. Вот у нас 2 витка. Так, здесь примять чуть-чуть. Так. Вот. Чуть-чуть. Если вы видите, что затянули, отпустите чуть-чуть. Так, 3 витка есть. Теперь здесь. Так. Примяла здесь сбоку. Вот. И теперь чуть-чуть отпускаю. Если вижу, что я затянула вот с этой стороны, вот чуть-чуть отпускаю и проплетаю. Так. Все, оставляю с этой стороны. Вот так. Все, есть. Оставила с этой стороны. Хвостик один есть. Я говорила, что у нас будут двойные стойки. Что мы делаем дальше? Берем 2 трубочки, соединяем их между собой тупыми концами. То есть вот этими, которыми мы начинали. Скручивать трубочку.
Так. И вот можно сдвинуть сюда, можно сдвинуть туда. Так, главное, чтобы нам хватило вот этих вот кончиков для наращивания. Ну, чтобы не наращивать, в общем. Потому что все равно у нас загибка, на загибку нужно будет другие трубочки. Поэтому максимально делаем так, чтобы вот этих хвостиков нам хватило на полное поднятие стенок, да, полное проплетение стенок. Все, и вот так вот мы... Так, есть. Вот с этой стороны у нас есть 2 хвостика на двойную стойку. А с этой стороны вот у нас только 1 хвостик. Как мы поступаем? Берем трубочку. Тоже выставляйте себе так, чтобы у вас хватило на стойку, чтобы вы не наращивали. Потому что высота 13 сантиметров, то есть этот кончик нужно оставить хотя бы сантиметров 14. И вот как я вижу уже здесь, что можно так тоже наращу сразу. И вот здесь подставлю. Так. Все. Вот с этой стороны 2 кончика есть. А этим концом я просто пойду плести дальше. Вот так. Здесь примяла. И все. И вот так вот мы плетем до нужной высоты. А у нас нужная высота будет 12 сантиметров. Вот до сих пор я проплету. И включаюсь, показываю, что плетем дальше, как плетем дальше. Так, сплела. Теперь я вот эти вот стоечки, да, наши, вот так чуть-чуть их примять и поднять. То есть по кругу я плетать не буду. Вот чуть-чуть вот так примяла, чтобы не было слишком каких-то там заломов. Сделала вот из кубиков такую вот форму. И вот так вот выставляю. Выставляю так, чтобы вот одна трубочка оставалась за формой. То есть не ближе, а вот чуть-чуть вот за форму. Чтобы когда мы поднимаем стойки, у нас был зазор, чтобы здесь легла за стоечкой трубочка. Вот так. Выставила. Теперь для утяжеления ставлю в серединку книгу. Вот так. И мне нужно будет связать, ну, притянуть, я бы так сказала, да, форму к плетению. Потому что форма будет ерзать. И получается, что нужно, чтобы хорошо удерживалась. И сейчас я тут стяну ее в одном месте. Сейчас вам покажу. Обычные резинки беру. Вот, простые. И, значит, вот у меня, допустим, задняя часть, да. Вот как мы говорили, у нас, значит, вот эта часть, вот эти, грубо говоря, да, там расстояние. Здесь у нас будут стоять отделения для ложек-вилок. А вот центральная, вот эта вот часть, это у нас для салфеток. И вот здесь мы на этих 2 стойках будем делать развороты. То есть нам нужно будет хотя бы зацепить вот эти вот части. Сейчас покажу, что я имею в виду. Зацепить — это значит прикрепить, я имею в виду, к форме. Вот я завожу вот так. Нужно сразу выставлять, чтобы все было по местам. Вот так. Так, где у нас тут центр? Вот у нас центровые. То есть где-то вот здесь вот. После 3, раз, 2, 3, после 3 стойки я прикреплю. Для того, чтобы при оплетании будем так, органайзер прикрепился хорошо к форме и не было оттопыривания, я бы так сказала. Вот тут по центру, там, где мы будем делать развороты. Так, ну, вот так вот можно связать. Одно. И сейчас с этой стороны также.
После третьей мы прикрепим. Сюда подтяну. Вот так. Сразу выставить форму хорошо. Прошу прощения, дергается камера, потому что к столу прикреплена. Вот, есть. Все, здесь мы прикрепили. Теперь выставляем здесь. Вот так. Так, чуть-чуть назад. И вот так. Все. Есть. Теперь нам нужно вот эту сторону прикрепить. У меня тут, не знаю, хватит мне резинки или нет. Сейчас посмотрим. Резинка вроде бы тянется, и это хорошо. Здесь. И сейчас вот с этой стороны. Короткая. Мы сейчас привяжу сюда вот что-нибудь. Так. Все. Вот так. Вот так, чтобы вот этот вот узелок был наверху, чтобы он не мешал нам при плетении. И вот так вот сверху мы стянем. Вот. Все. Форма у нас прикреплена. И теперь мы можем оплетать по кругу. Оплетать я начинаю с задней части нашего короба, я так сказала, да? Беру 2 трубочки и подставляю их вот прям под плетение, вот туда. И буду сейчас плести рядочка 4 веревочкой из 2. Вот, поднимаю вот так. Вот, чтобы ровненько легло. Можно здесь взять, знаете что? Скотчем прикрепить, либо еще чем-то прикрепить таким, чтобы зафиксировать вот это вот вот эти вот наши стойки. У меня под рукой сейчас ничего нет. Но просто вот так вот начинаю оплетать. Вот так по кругу. Так. Уголки у меня здесь вот 2 с одной стороны и вот 1 с другой. Выставляем уголок. Как обычно, первый ряд у нас не очень удобный, но это только первый ряд. Вот. Так, повернем. Здесь хорошо вот подтянуть. Так. Так. Так, здесь, видите, угол. Нужно, наверное, вернуться. Мы вернемся и нарастим здесь и здесь, чтобы, так как первый ряд, и чтобы не было наращивания на углу, поэтому мы вернемся на 1 и сейчас нарастим. Если неудобно так плести, вы можете просто перевернуть свою форму. Сейчас покажу. То есть вот мы вот можем перевернуть ее вот так. То есть зацепить уголочек. Так. Потом перевернуть на вот длинную сторону, да, на ту. Я не буду сейчас переворачивать, потому что вам не будет видно. Но, в всяком случае, можете уже крутить как удобно. Здесь просто на камеру мне сейчас неудобно будет это показывать. Так.
Далее заводим. Вот так вот я завожу сначала. Потом поднимаю наши стоечки. Это как раз угол. Вот так. И оплетаю. Вот сюда. Так, повернем. Можете, кстати, здесь тоже поверху резиночкой пройтись, но просто не, может быть неудобно само проплетать, просто будет неудобно. Можете скотчем. Я, конечно, скотч не беру, почему у меня стойки влажные. Скотч может, ну, вот этот малярный, да, я говорю, может просто повредить трубочки, поэтому я его не буду использовать. Уже как есть, так есть. Первый рядок он неудобный, второй более или менее, третий вообще уже прекрасно будет. Так, здесь, чтобы ровненько легло. Так. И вот таким вот образом, то есть мы сейчас по кругу оплетаем 4 ряда. 4 рядочка я проплету, включусь и покажу, что мы делаем дальше. То есть как мы будем плести дальше. Проплела 4 ряда. Теперь смотрите, я дополнительно сюда вот в передние 2 стойки, это лицо у нас, добавляю вот такие вот шпажки. То есть для жесткости вот этих 2 стоечек, потому что на них мы будем делать развороты. И здесь у нас будет отверстие. Теперь дальше что мы делаем? Мы можем либо плести ситцем, либо веревочкой из 2. Я буду проплетать это дело ситцем. Так. Здесь сейчас наращу. Так. Идем наперед. Так. Здесь. Так. Сюда. Вот так. Теперь нам нужно сделать разворот на вот этой стойке. Как мы делаем? Вот я нижняя, верхняя завожу назад. Вот. Делаю поворот. Вот. Не сильно затягивайте. И теперь нижнюю делаю поворот. Вот так. И вывожу наперед. Аккуратненько, не затягивая. Так. И так мы делаем повороты со всех сторон. Вот так аккуратно все поправляю. Так, сейчас дойдем наперед. Ну, на другую сторону, прошу прощения. То есть вот на вот эту сторону. То есть мы просто возвращаемся. Так, и здесь продолжаем ситцем. Вот так. Вот так, все. Теперь идем в обратном направлении. На противоположную сторону. Сразу иду 2 трубочками. И так по кругу.
здесь нарастим. Так, теперь здесь. Кто-то ко мне добирается. Так. Так, поворачиваемся. И так, нарастим здесь. И нарастим здесь. Покажу уже с этой стороны. Так. Вот так. Не спешите, потихоньку, аккуратненько, чтобы стоечки у вас ровненько стояли. Так. И вот подходим мы к другой стороне передней части. Так. Сейчас дойдем вот сюда. Так. Теперь, значит, вот эту трубочку заводим наперед. Здесь как раз на развороте, но так вот под низ наперед, вот так. Так, а эту трубочку тоже разворачиваем, но назад. И заводим за следующую стойку. То есть мы делаем двумя трубочками на одной стойке повороты. Вот. И вот так вот ровненько мы это все распределяем. Все. И так я буду плести по высоте до 11 сантиметров. То есть на высоте 11 сантиметров, когда я сплету ситцем, вот так вот с разворотами на передних стойках, я включусь и покажу, что делаем дальше. Так, проплела. И теперь мы повторяем 4 ряда веревочкой из 2. Вот. Вот здесь. И точно так же с передней частью мы будем делать развороты. Так. Здесь надо вот нарастить. Так. Вот сюда. И здесь сейчас я тоже наращу. И мы будем плести обратной веревочкой, дабы не сбивать нам рисунок. Вот так.
И поправляем здесь, вот так подтягивая. Подтягивая нашу вот так. Все везде. Вот так. Так. То есть мы делаем 4 рядочка и будем с вами закрывать полностью плетение. Я сейчас проплету, то есть мы так делаем развороты на этой и на этой стороне, то есть 4 ряда. Так, проплела. Вот. И теперь мы сейчас все это будем снимать. Все наши крепления, они уже мне здесь не нужны. Будет мне только мешать. Я сейчас сниму. Покажу, что получилось. Выну форму. Так, форму вынула. Теперь нам нужно верхушку нашу облагородить каким-то образом. Как буду делать? Срезая вот это вот с этой стороны все, что вот так. Ой. Здесь и обычными стежками вот так вот я буду закрывать. Так, раз. Срезаю. И вот завожу. Вот так. Тут можно не до конца. Тут главное, чтобы все равномерненько легло. Можно даже тут чуть-чуть подрезать. Вот эту вторую. Вот. Вот дальше. Так, раз. Рядышком вставляю. Так. Вот так. Можете розгой, кому как удобно, можете так и закрывать. Мне интересно вот такое вот закрытие сделать. Так, есть. С этой стороны точно так же. Срезаем те, что слева. Вот так. Так. Раз. И за соседнюю. Вот. Тут вот мы вставляем рядышком. И так мы делаем по всему периметру. И, в принципе, где-нибудь там, давайте вот с боковой стороны, вот с этой справа, то есть я покажу, как я буду закрывать. То есть у меня будут идти друг к другу. Вот сейчас сделаю и покажу. Так. Вот у меня, значит, стыковка. Я обрезаю вот эту трубочку чуть-чуть ниже ряда. И вот так буду сейчас заводить. Не между стойками, а рядом с какими-нибудь стойками. Можно вот так. Вот сюда мы заведем. Вот так. И теперь вот это рядышком заводим. Все. И вот у нас состыковалось. И вот такая вот основная часть у нас готова. Так, дальше мы приступаем к выплетанию ручек. Приступаем к ручке.
нужно нам сделать вот такую ручечку. Это из 6 трубочек. Сейчас покажу. Значит, берем 6 трубочек. Вот. Так, 3, 3, 6. Вот. Так. Берем резиночку. Почему мы делаем ручки сначала? Потому что когда мы прикрепим перегородки, которые мы будем еще плести, там очень тяжело будет прикрепить ручки. За счет того, что там будет очень узкое пространство, и поэтому мы крепим сначала, делаем сначала ручки, крепим, а потом уже будем плести перегородку. Так, разделяем вот так. И теперь берем крайнее правое, назад, перед двумя, вот, и наперед. Вот. Вот так. Вот что получилось. Теперь делаем всегда по очереди. Крайняя правая, крайняя левая, крайняя правая, крайняя левая. Теперь крайняя левая, назад, перед двумя, наперед. Есть. Теперь справа, назад, между двумя, наперед. Теперь слева, между двумя, наперед. И вот так. То есть вот мы смотрим на то, что было вот пересечение, коса. И вот так. Есть такая веревочка, веревочка, коса из 8, из 6. Из 8 она немножко толще будет. Здесь из 8 она будет слишком толстая для такой карабульки. Поэтому я делаю из 6. Вы же ручку можете делать какую удобно. Можете и без ручки, в принципе, делать на ваше усмотрение. Но я делаю с ручкой. Почему? Потому что так за ручки схватился, да, и переставил коробочку туда, куда удобно. Так, вот так. Длины трубочек вполне будет достаточно. Трубочки у меня 30 сантиметров. Длины будет вполне достаточно для одной ручки, поэтому наращивать здесь ничего не нужно будет. Вот такая вот ручка у нас получается. Так. Мы доплетем и сразу прикрепим. И потом нам останется перегородки сплести и их прикрепить. Вот так.
И уже насколько получится, вот максимально это все сделать. Так. Есть. Все, как смогли, так и сделали. Так, второй хвостик я также буду крепить на резиночку. Сейчас мы вот так закрутим. Все, вот такая получается. Вот такая снизу коса. Вот. И вот так выгибаю косой от себя. Так. Готово. Теперь крепим. Значит, здесь у меня на 2 стоечках. Значит, здесь поворачиваем. И вот нужно нам будет прикрепить. Я вот косой вот этой вот частью, да, вот подставляю вот сюда. Так. Так, вот где-то вот тут. Теперь беру стяжку. Вы можете стяжку не брать. Вы как удобно вам будет, так вы и делаете. Я же для уверенности беру стяжечку. Так, вот подставляю вот так. Ну, сейчас мы закрепим. Так. Обрезаем. И вот вовнутрь, вот туда я протолкну. Вот так. И вот тут уже можно расправить. Вот так. Сюда. Так, теперь следующее. Смотрим, где у нас вот здесь, вот, да? Берем нашу стяжку, проталкиваем. И вот сюда. Где тут у нас тут? Вот так. Да. И вот сюда мы вот так поворачиваем. Также стягиваем стяжечкой. Так, это обрезаем и также подтолкну назад. Здесь все поправится. Вот так. Здесь я отодвину, чтобы протолкнуть вот этот вот пиптик. Вот так. Все. И здесь подтяну все по своим местам. И вот так. Все, пока ничего мы не обрезаем. Теперь нам нужно взять трубочку. И это все дело сделать красиво. При этом все попрятав. Так, вот так. Буду делать сейчас крест-накрест. И вот где-то вот здесь. Можно прямо вот сюда. Давайте вот так. Да. Вот этот хвостик опускаем вниз. Вот туда. Вот он внизу. Вот так. Прям вниз хорошо.
А эту часть мы затягиваем. Ой, простите. Вот. Теперь вот эту мы параллельно начинаем заводить. Нужно присмотреться, куда лучше ее прикрепить, куда вставить. Так. И сейчас обрежу кончик, чтобы можно было вывести. Так. Сейчас покажу, как внутри. Вот мы вот этот вот кончик, который мы вот поставили, вот он. Я его под вот эту трубочку, которую мы только что протаскиваем, и вот я ее затягиваю. Вот она у меня затянута. А здесь мы делаем крестик, то есть крест-накрест делаем. Вот так. Теперь выводим мы вот сюда, на другую сторону. Вот такой вот у нас получился. Вот. И здесь нам нужно сейчас будет завести под вот этот хвостик, под вот этот вот виточек, который мы вот туда надо будет завести. Можем либо полную трубочку вот так протянуть. Вот так вот мы подтягиваем. Вот так. Все. И теперь это нужно обрезать все. Все. Вот такой вот хвостик. Вот такая вот как петелька у нас получилась. И здесь вот так. А теперь ненужную часть мы просто берем аккуратненько и так оп, и срезаем. И вот такой виточек у нас получается. Вот. Точно так же сделаем и с этой стороны. Я сейчас сделаю и включусь. Ну что, ручки у нас готовы. Теперь наша задача сделать перегородки. Что мы делаем? Мы измеряем длину и ширину. Ну, давайте запишем сейчас длину нашу. Значит, наша длина 12,5 сантиметров. 12,5. Вот. И ширина, ну, приблизительно 10. Так, ну да, сантиметров 11 можно взять. Вот. 11-12 сантиметров. 11 мы возьмем. Вот. То есть я буду плести, ну, если вот положить, да, то я буду плести вот так. Туда-сюда, туда-сюда. То есть у меня 12,5 сантиметра. Я сейчас нарисую, покажу. Что многие тоже путаются. Я путаюсь иногда. Вот мои трубочки будут лежать. Да, вот допустим. Это вот так. То есть по высоте, да, я должна буду сплести 12,5. То есть вот сюда 12,5. Вот по ширине, вот тут, вот здесь вот, да, у меня будет где-то 11 сантиметров. Там 11,5, в общем, вот так. Вот здесь 11-11,5 сантиметров. Это вот эта вот часть. Вот. Сейчас пока плетем вот эту перегородку оттуда сюда. Так, берем наш пеноплекс, значит, смотрим. Так у нас будет 12,5, а так вот у нас 11. Здесь у меня по 3 сантиметра. Стоечки беру двойные для жесткости. Вот. Так.
12 сантиметров. То есть выставляем трубочку так, чтобы у нас хватило кончиков, чтобы привязать все это дело. Так, здесь у нас 12,5. Ну, вот так. Раз, два, три. Вот у нас остаются вот эти вот кончики. Нам будет вполне достаточно. Так, сейчас мы это дело зафиксируем. Так. Да. Здесь теперь. Здесь. Так. И 11,5. То есть мы измеряем 11,5. Ну, где-то будет. Нужно выставить вот так. Вот, померяем. Вот у нас получается 10 плюс витки. Ну, 11 сантиметров у нас как раз будет нормально. Вот, выставляем сюда. Так. Готово. А здесь, вот в целях экономии мы возьмем трубочки, вот так вот перегибаем. И вот длины вот пол трубочки вполне будет достаточно для нашей вот этой вот части. Вот так вот. Вот сюда. То есть смысла в центральный оставлять. Мы все равно будем здесь обрезать и крепить только вот этими частями. Вот. Вот так. И вот так. И точно так же поступаем с этой частью. Все, у нас готово. И теперь обычным ситцем мы плетем, вот мы рисовали 12,5, вот здесь 12,5, то есть как получится. Берем нашу трубочку, я загибаю кончик, и вот просто мы будем проплетать обычным ситцем. Вот так вот. Вот. Все, ситцем плетем 12 сантиметров. Я сейчас проплету и покажу, что мы делаем дальше. Так, вот я сплела. Кончики подрезала. Вот. И теперь нам нужно примерять. Сейчас мы сначала без обрезания вот так вот подставим. Да? Вот сюда. Вот. Вот так вот будет крепиться. И теперь нам нужно измерить, сколько вот здесь вот у нас. Вот. У нас получается где-то сантиметров 7. Где-то так. 6-7 сантиметров. Нет, 7 сантиметров мы будем сейчас проплетать. Как мы это будем делать? Так. Значит, наращивание и все вот эти вот у меня с этой стороны. Я беру. Мне нужно ровно половину измерить нашу вот эту вот штучку. Ровно половинка. Вот 12, да? И вот 6 это здесь. И
приблизительно, да, вот тут. Мы берем нашу трубочку и вот напополам вот так вот раз и перегнуть. И вот между стойками вот тут вот мы сейчас будем заводить нашу вот эту вот изогнутую. Вот сюда. Вот тут. Вот так раздвигаем. И вот прям вот туда мы будем вставлять. Так. И теперь здесь. Вот. Вот так. Есть. Так. И теперь точно так же здесь. Можем даже чуть-чуть приподнять, чтобы не было прям такого вот прям отверстия, да, перехода. Вот здесь. И вот здесь. Точно так же вторую трубочку мы сейчас сделаем вот так. Раз, перегнем. И вот тут вот вставим. Сюда. Вот так. И теперь здесь. Вот так. Сюда. Все. Вот мы вставили. Переворачиваем. Так, вот. Все у нас стоит теперь здесь. И точно так же ситцем мы начинаем проплетать. Сколько там? 7 сантиметров, да? Вот мы 7 сантиметров по высоту должны сейчас проплести. Так. И здесь делаем развороты. То есть плетем обычным вот так вот ситцем. Вот так. Где вы будете делать наращивание, здесь уже не имеет значения, потому что это будет в середине, и видно этого не будет. Поэтому можете не переживать, где удобно, там и делайте наращивание. Где попалось. То есть мы сейчас 7 сантиметров плетем высоту. Я сейчас сплету, покажу, как будем крепить. Так, вот доплела. Этот вот кончик сейчас вот сюда я загну. Вот прям вот туда вовнутрь. Рядом со стойкой я вставлю. Так, есть. Теперь вот эти мне уже не нужны. Вот так. Можем их вставить. Но я вставлять не буду. Почему? Потому что мы сейчас, когда будем вставлять, то, во-первых, не будет видно, а во-вторых, если слишком, допустим, много мы проплели, да, вот эту вот высоту, то можно будет просто так немножко спустить плетение, срезать и вставить. В общем, начинаем мы это дело фиксировать. Так, значит, трубочки, которые внутри, вот эти вот двойные, я их срезаю. Они уже не нужны. Вот, оставляю только наружные по одной. Так, ну что, и поехали. Так, вот начинаем сначала вот эти вот части крепить. Сначала та, которая вот идет поперек. Вот так вот выгибаю и делаем наметку, где нам ставить. Так, вот у нас идет средняя. И вот прям рядом со средней частью мы будем вставлять. Можем между стоечками. Вот тут.
Так. Вывели одну. Готово. Вот. Так. Здесь нужно. Теперь нам надо второй наш хвостик. Тоже между стойками. Вот сюда мы сейчас будем вводить. Между вот стойчками. Двойные. Вот туда мы сейчас возьмем и протащим вот нашу трубочку. Вот. Подтянули. Вот. И у нас можно вывести в обратную сторону. Вот туда пока не загрунтовано ничего. Все это легко можно поправлять. А можно сделать еще по-другому. Назад. Я возьму сейчас спицу. И вот так вот протащу. Чуть неудобно сейчас будет. Протащу нашу вот этот вот огрызок, хвостик. Вот прям через плетение. То есть заправим мы это все дело вовнутрь. Можно, в принципе, спицу не вводить. Давайте сделаем по-другому. Мы вот так подрежем. Так, взять что-нибудь плоское. И вот прям вот туда, в серединку, вставляем. И вот так накрываем. Можно капнуть клея. Если вот лишний хвостик получился, можно его чуть-чуть подрезать. Все. И вот так спрятали. Так, точно так же с этим поступаем. Подрезаем. И вот прям вот туда мы это вставим. Вот так. Все. Оно потом прогрунтуется, пролакируется, и все будет держаться хорошо. Теперь нам нужно вот с этими нашими хвостами разобраться. Так, здесь точно такая же ситуация. Берем. Вот смотрим, где у нас там идет вот наш кончик. Так, где тут? Вот. Оно может быть либо перед стойкой сейчас у вас станет. Как раз он у нас. Мы сейчас посмотрим, что у нас тут. Видите, оно чуть-чуть шире. Вот это вот наша вот эта часть, она чуть-чуть. А нет, все нормально. Вот. И она становится между рядами. Вот. Вот так вот между стойками мы сейчас будем протаскивать наши вот эти хвостики. Так. Одеваем. Сейчас кончик срежем, потому что трубочка, кончики вот трубочек загнулись. Вот сюда вот мы сейчас протащим первый хвостик наш. Так, первый. И теперь смотрим, где у нас выходит второй. Второй у нас где-то вот здесь. Вот. Нет, выше. Вот тут. И сюда второй хвостик. Вот. Так, первое у нас готово. Еще пока ничего не срезаем, не убираем. Мы пока только все делаем примерку. Здесь мы, конечно, уже приготовили. Так, поправиться. И теперь здесь смотрим. Снизу вот тут. Конечно, может быть, не совсем удобно вам на камеру это показывать, но по-другому никак.
Есть первая у нас. Так. И вот здесь у нас где-то вторая, по идее, должна быть. Да. Вот у нас вторая трубочка будет выходить с этой стороны. Все. И вот так вот у нас все прикрепляется. Так, если там вот соскочила, вы можете вот эти вот внутренние стойки не обрезать и точно так же их пропускать. Все, вот мы прикрепили. Вот. И теперь точно так же можем пропускать их с этой стороны. Ну, здесь, конечно, нужно поиграться. Почему? Потому что здесь нужно фиксировать хорошо. Вот так вот. Сейчас мы протолкнем. Так, раз. Показываю полностью вам от начала до конца, чтобы вы не говорили, что вот за кадром как-то что-то кто-то делает не так. Но бывает и такое, что нужно иногда помучиться. Но во всяком случае сделать все надежно. Так. И можно вот прям сюда вот так вот нам пропустить. Берем нашу... Ой, простите, дернула рукой. Вот и сюда проталкиваем наш хвостик. Прям под плетение. Все, я же говорю, что пока можно, вы можете случайно вытащить, когда дергаете. Вот так вот спрячется. Вот, как третья стойка. Вот так. И теперь делаем то же самое сверху. Надо так вот отодвинуть. И вот прям вот туда вставляем. Вот так. Сквозь плетение протаскиваем. Так. Показываю вам все, еще раз повторюсь, с начала до конца, чтобы как можно меньше было вопросов, хотя я не против на них отвечать, но более доступно. Все. Вот мы спрятали наши хвостики. Вот так вот они выглядят внутри. И теперь мы делаем то же самое вот с этой стороны. Берем вот так вот, отодвигаем. Вот. И туда протолкнем. Так, под этот цветочек. Так, первый готов. И теперь этот. Когда все прогрунтуется, пролакируется, все хвостики будут закреплены. Нигде ничего не выпадет. Если там вы переживаете, можете капнуть клея. Вот так. И поправим еще вот этот хвостик. Показываю вам все досконально, чтобы было все видно и понятно. Там поподкрашивается, если где-то что-то вам. Все. И вот такая вот перемычка у нас готова. Вот так. Так, ну что, я сделаю сейчас вторую сторону. И покажу общий итог, что у нас получилось. Вот. Так, вот закончила, перегородочки поставила.
И вот так вот можно теперь использовать. Раз. И вот так. Все, здесь вилки-ложки. Ну что, если видео было вам полезно в какой-либо его части информации, буду рада вашим лайкам, подпискам. Если будут какие-то вопросы, задавайте, спрашивайте. Я на все с большим удовольствием вам отвечу. Все, пока-пока.